Всем привет! Вы на канале Катерина Шурм о вязании. Сегодня я хочу связать с вами вот такой вот красивый ажурный узор, летний. Очень хорошо подходит для маечек, футболочек, топиков. Можно также какой-нибудь легкий шарфик связать, палантин. Вот такой вот он ажурный. Вяжется вообще очень легко. С ним справится и начинающая рукодельница. В раппорте узора 6 петель, 12 рядов. Но вяжется он повторяющимся участком, только смещается в шахматном порядке. Поэтому, связав 6 рядов, вторые 6 рядов вяжем также, только меняем местами провязывания петель. Это его лицевая сторона. И вот так вот выглядит изнаночная сторона. Я набрала 12 петель для узора и 2 кромочные. И первый ряд мы сразу же начинаем вязать наш узор. Кромочную снимаем, делаем накид. И 3 петли следующие, вот эти 3 петли, я провязываю одной лицевой за заднюю стенку. И снова накид. И следующие 3 петли провязываю лицевыми. Это наш раппорт. То есть его мы повторяем до конца ряда. Накид. 3 петли вместе одной лицевой. Накид. 3 лицевые. Кромочная изнаночной петлей. Все, связали первый ряд, переворачиваем на изнаночную сторону, вяжем второй ряд. Второй ряд мы вяжем по узору, так как у нас лежат петельки. Провяжем с вами один раз, а следующие изнаночные ряды будете вязать точно так же самостоятельно. Кромочную снимаем, и мы видим 3 изнаночных. Мы так их и провязываем изнаночными. Дальше у нас накид. Мы его тоже провязываем изнаночным. Дальше снова изнаночная. Накид изнаночной петлей. И повторяем. 3 изнаночные. Накид изнаночной. Петля следующая изнаночная. Накид изнаночная. И кромочная изнаночной петлей. То есть вы видите, что изнаночный ряд мы вяжем изнаночными петлями. Третий ряд вяжется точно так же, как первый. Кромочную снимаем, делаем накид. И дальше у нас, вот мы вязали тут уже, да, накиды у нас. Мы подцепляем следующие 3 петли за задние стенки и провязываем одной лицевой. Накид, 3 лицевые. Раппорт связали, вяжем, повторяем. Накид, 3 петли за заднюю стенку одной лицевой. Накид и снова 3 лицевые. Кромочная изнаночной петлей. Следующий ряд изнаночной провязываем самостоятельно изнаночными петлями. Пятый ряд вяжем так же, как вязали первый и третий. Кромочную снимаем, накид. Следующие 3 петли провязываем одной лицевой, накид, 3 лицевые. Раппорт связали, повторяем. Накид, 3 лицевые вместе одной петлей, накид и 3 лицевые. И кромочная изнаночной петлей. Шестой изнаночный ряд провязываем изнаночными петлями самостоятельно. Связала 6 рядов, и вот так вот уже выглядит наш узорчик. 7 ряд. Теперь мы делаем смещение узора в шахматном порядке. То есть, если мы сначала после кромочной начинали с накида, то теперь мы начинаем с 3 лицевых петель.
3 лицевые, провязали, и теперь накид и 3 вместе одной лицевой за заднюю стенку и накид. Это раппорт узора, начиная с 7 ряда. Повторяем. 3 лицевые, накид, 3 петли вместе одной лицевой за заднюю стенку, накид, кромочно-изнаночной петлей. Следующий 8 ряд мы вяжем изнаночными самостоятельно. Вяжем 9 ряд. Он вяжется точно так же, как 7. Кромочную снимаем и следующие 3 петли вяжем просто лицевыми петлями. Накид, дальше 3 петли вместе одной лицевой за заднюю стенку, накид. Повторяем раппорт. 3 лицевые, накид и следующие 3 петли за заднюю стенку одной лицевой, накид и кромочно-изнаночной петлей. 10 ряд вяжется с изнаночной стороны изнаночными петлями. 11 ряд вяжется так же, как 7 и 9. Кромочную снимаем, 3 петли лицевыми, накид и следующие 3 петли одной лицевой за заднюю стенку, накид, 3 лицевые, накид, 3 петли вместе одной лицевой за заднюю стенку, спускаем, накид и кромочная. Кромочная, изнаночная. Вот так вот он выглядит с лицевой стороны. Вот здесь вот 6 рядов связали. В этом участке нашего узора мы делали смещение. Симпатичный, очень несложный, легко вяжущийся узор. Также этот узор легко связать в круговую, просто изнаночные ряды вы вяжете не изнаночными, а лицевыми петлями и, конечно же, без кромочных. И сейчас я вам покажу схему узора. Вот так вот это выглядит. Я специально для вас нарисовала. То есть я здесь не указала кромочные, сразу петли. То есть накид 3 вместе за заднюю стенку одной лицевой, накид 3 лицевые. И так в 3-м и в 5-м ряду. И в 7-м ряду мы делаем наоборот. Мы сначала провязываем 3 лицевые, накид, 3 вместе одной лицевой, накид. И так повторяем в 9 и в 11 ряду. Лицевой ряд это лицевые петли, изнаночный ряд у нас все изнаночные петли. Кругляшок это накид, вот это вот конструкция это 3 петли вместе лицевой и квадратик это лицевая петля. И мой канал Катерина Шурм о вязании. Если вам понравился этот узор, понравилось, как я вам рассказала, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходите в инфобокс, там есть полезные ссылки. На этом я закончу. Всем желаю приятного вязания, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.